Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся магическими простыми ритуалами, практиками, которые каждому пригодятся в его повседневной жизни. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал Код Изобилия, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю», а также поделитесь этим видео с теми, кому это видео действительно будет важно и интересно и нужно. Вы знаете, к сожалению, может быть, к счастью, некоторые люди наивно полагают, что если не трогать магию, не касаться этого, то и магия не коснется их. Но, к сожалению, многие люди ошибаются, потому что обычному человеку от магии в современном мире не спрятаться. Как бы он не имитировал страуса, который спрятался в песок и никого не видит и ничего не слышит. Потому что голова в темноте, как говорится, ничего не вижу, ничего не слышу. Но, скажем так, задняя часть у страуса, к сожалению, выставлена наружу. И все мы его прекрасно видим. Поэтому это все тоже, что сказать, что раз я не знаю физику и не занимаюсь экспериментами в лаборатории, то и физика меня никак не касается со всеми ее законами. Поэтому это есть, вне зависимости от того, многие люди в это верят или нет. И магия наполняет наш мир и является его неотъемлемой частью, а физика с ее законами. Поэтому надо понимать, что одно дело вера, которая может защитить, а другое дело невежество и обыкновенная человеческая глупость. Но и вера защита не абсолютную. А на каждую защиту найдется свой хитрый болт с левой резьбой. Даже обычные, на первый взгляд, не имеющие к магии никакого отношения люди проводят магические ритуалы, проводят магические практики, и при этом проводят изо дня в день. Да, самые настоящие. Они так свои действия не называют, считая это народными поверьями, советами, приметами, традициями, но, по сути дела, это не меняет. Про сглазы и бытовой энергетический вампиризм вообще нужно было бы, наверное, и не упоминать. Находясь в обществе людей, с этими явлениями каждый сталкивается в течение дня и при этом даже по несколько раз. Но вернемся к магии. О каких же ритуалах идет речь? Какие магические практики, ритуалы в повседневной жизни с нами всегда? Ну, давайте, во-первых, поговорим об удаче. К слову, сейчас речь идет об элементах так называемой высшей магии. И это не деревенское колдовство с его подкладами, порчами и приворотами. Поговорим о удаче и выборе нужной дороги в пространстве вариантов во Вселенной. Наверное, сейчас сказала и звучит заумно, но на деле выглядит все достаточно просто. Что же такое удача? Это, знаете, такой как попутный ветер, который несет нас к цели, волна, поймав которую человек оказывается в череде благоприятных событий. Ну а что делают люди для того, чтобы оказаться в потоке благоприятных событий? Например, торговцы на рынке. В начале дня каждый продавец готов сделать самому первому покупателю скидку, как говорится, положить почин. И каждый торговец понимает, как важен именно первый покупатель, потому что именно с него и завязывается вот эта торговля, вот этот исток. Именно так продавец ловит волну удачной торговли. Переходит, знаете, как на нужную, правильную линию событий в пространстве наших вариантов. Конечно же, кто-то скажет, ну как это возможно, как может первый покупатель помочь настроиться на нужные мысли. В итоге продавец сам начинает верить, что его товар быстро раскупается. Он берет денежные купюры, полученные от первой сделки, касается ими своего товара. Для чего? А для того, чтобы деньги липли к товару. Только само это механическое действие не помогает. Но когда продавец верит в его эффективность, когда он говорит слова, и он знает, что вот после этого покупателя, вне зависимости, что он купил,
на что-то копеечное или что-то дорогое, каждый знает, что нужно именно взять эту банкноту и дотронуться до того товара, который он продает. И вы знаете, это действительно работает. Не что иное, как самый настоящий магический ритуал, который действительно помогает привлечь деньги и удачу в торговле. Кто занимается торговлей и нас слушает, обязательно каждый день изо дня в день проделывают именно этот ритуал. Вопрос, так что это можно назвать? Конечно же, магическая практика, которая помогает привлечь удачу, везение, богатство и изобилие в нашу жизнь. И таких ритуалов, конечно же, в нашей жизни огромное множество, при этом в самых разных областях человеческой деятельности. Если вы на минутку, ну вот хотя бы на минуточку задумаетесь об этом, то сами сможете привести несколько примеров из своей жизни. Даже в космонавтике, в мире торжества науки и высоких технологий немало поверий, практик, ритуалов, которые делаются на удачу. Например, перед стартом космонавты всегда смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Почему? А дело в том, что именно этот фильм придает веру в успех миссии. Не будем сейчас перечислять все практики, все ритуалы в повседневной жизни. Их нетрудно найти через, например, ту же поисковую систему в интернете. Разумеется, само действие ничего не дает, как, впрочем, и, наверное, любой ритуал магии. Дает энергия веры, а лучше энергия коллективной веры в успех. Именно это и помогает настроиться на нужную линию в пространстве вариантов будущего. И это работает тем лучше, чем действительно точнее настройка на нужные мысли и чем сильнее вера. Поэтому, уважаемые наши слушатели, наши подписчики, гости канала, никогда не бойтесь верить в лучшее, никогда, кто бы с вас не смеялся, не говорил что-то никогда не бойтесь, ничего не стесняйтесь, идите только вперед. Прошел кот вам через дорогу, черный кот, скажите, что коту сегодня не повезет, а у меня сегодня удача со мной в кармане, и вы посмотрите, как сегодняшний день у вас пройдет прекрасно. Девушка, женщина прошла с пустым ведром, а придумайте себе прибаутку, скажите, что у нее пустое ведро, а у меня полные карманы денег, и назовите эти купюры. Таким образом, вы вкладываете определенную энергию, вы создаете определенный поток, и этот поток начинает работать на вас. Вот вам и думаете, это магия или это просто какие-то суеверия, которые были переданы нам от наших предков. Хочу сказать и то, что, например, мои прадеды, моя бабка, прабабка, которая жила в лесу, при этом в лесу диком, она умела каждой ситуации говорить определенные слова. И мы еще тогда, когда-то были малыми детьми, и многих еще не понимали, зачем она шепчет что-то. Мы в лесу, она шепчет. Мы идем из леса, она шепчет, кланяется. А вы знаете, это все не просто так. Поэтому те практики, те ритуалы, которые вас научили ваши бабушки, прабабушки, мамы, сохраняйте, берегите, потому что это те знания, которые действительно нам помогают жить и верить в лучшее.